Как часто вы смотрите на вещь, пытаясь понять, как она устроена, а не зачем нужна? И я сейчас имею в виду не сложные механизмы и организмы, а что-то обыденное, с чем вы повседневно сталкиваетесь, к чему привыкли и используете буквально инстинктивно. Ведь если внезапно что-то случится, и вы попадете в место с иными законами физики или логики, все эти ваши инстинкты могут дать сбой. И это наглядно демонстрирует игра Antichamber, о которой сейчас пойдет речь в аркадном обзоре. Как-то замечательно получается, что на некоторые не понравившиеся мне игры в этом сезоне находится пример в чем-то похожий, но куда лучше реализованный, на мою точку зрения. Да, я провожу параллели между этой игрой и FES, потому что в обоих случаях нужно полагаться не только на то, что ты видишь перед собой, но и на манипуляции с окружающей средой. Только там уровни структурно устроены так, что нужно карабкаться до вершины, а в Античембере уровни... да тут их фактически и нет. Вся игра один замысловатый лабиринт с почти не повторяющимися необычайными головоломками. Поднявшись по лестнице, неожиданно очутиться в самом низу – обычное дело. Повернуть назад и обнаружить путь в неизведанные комнаты – и так бывает. Шагнуть в пропасть и наблюдать, как под ногами возникает мостик. Главное – держать себя в руках. Отказ от традиционных норм вступает в силу сразу, едва вы запустите игру. Никакого меню. Вы сразу же появляетесь в главной комнате, фактически прихожей, так как позади за стеклом уже виднеется дверь с надписью «Выход». Прямо перед нами на стене расположены немногочисленные настройки, а рядом с ними таймер, отсчитывающий всего лишь 1,5 часа. Сразу возникает мысль, что нужно спешить, ведь эта чертова игра еще и на время. Это не так, по истечению срока ничего не происходит, то есть появится табличка с надписью «Живите на свое усмотрение», а не что-то другое. Да, это, пожалуй, был единственный из возможных сюжетных спойлеров к игре. На правой же стене мерцает вход в пока что одну доступную комнату, с которой и начинается приключение. Никакого обучения или хотя бы краткого введения в суть происходящего. Кто наш герой? Зачем он здесь? Какова цель? Ответов нет. Зачем нагружать ум каким-то сюжетом, если сам игровой мир способен поразить ваше мышление? Особенно, если визуальный ряд так сильно контрастирует со звуковым. Пока вы решаете здешние пазлы, на фоне слышно пение птиц, шум водопада или потрескивание костра. Подобным мне нравился Куб с его чарующими фоновыми эмбиентами. Если вы играли уже в его расширенное издание с прикрученным сюжетом и длинной болтовней по рации, то могли и не проникнуться нахождением один на один с этим уникальным окружением, полностью поглощающим все ваше внимание. Античембер каждый игрок может проходить в совершенно разном порядке. В роли единственной постоянной выступает та самая прихожая, куда можно вернуться в любой момент, нажав Escape. На правой стене уже будет расположена схема соединения всех разведанных вами комнат. Никакого заранее продуманного маршрута или повествования, только постоянное исследование и работа над головоломками. Левая же стена представляет из себя галерею всех собранных подсказок, туманных фраз, пытающихся подтолкнуть в нужном направлении и заставить мыслить по-новому. Между прочим, вкупе с иллюстрациями из них выходит неплохая мотивационная поддержка, так что если у вас есть проблема с мотивацией, это игра для вас. Кстати, постигать удивительные законы устройства этого мира вам будет помогать специальное приспособление, способное поглощать и закреплять на ровной поверхности разноцветные кубики. Чтобы зайти в некоторые комнаты, придется найти для него несколько новых способностей, заполучив которые, вы станете щелкать непонятные ранее пазлы как семечки. Вообще, чтобы понять, почему Античембер такой, стоит всего лишь обратиться к истории его создания, которая, кстати, различными способами иллюстрируется и в самой игре. Разработал его всего один человек по имени Александр Брюс. Как-то раз он пытался создать свой аналог всем известной змейки, но ошибка в коде нарушила двухмерное пространство в игре,
что показалось Брюсу интересным. Геометрия, не зависящая от общепринятых законов. Он подумал, что из этого можно было бы сделать собственную игру, и отдал новому проекту 5 лет, что не так уж и мало. Кстати, название у проекта сначала было Hazard The Journey of Life, но, наверное, из-за того, что разработка закончилась быстрее, чем прошла вся его жизнь, Александр игру переименовал. Чтобы подвести свой рассказ к какому-то итогу, признаюсь, что далеко не все в игре принесло мне удовольствие. Один конкретно неправильный элемент – распрыжка на лифтоподобных платформах. Самое забавное, что я почему-то даже и не записал ни одну из них. Также по ходу прохождения я натыкался на загадочные пурпурные кубики. Но зачем они и почему спрятаны в довольно интересных местах, непонятно. Где-то писали, что это какая-то незаконченная идея, которая должна была добавиться в патче, но, видимо, не судьба. Еще игра имеет не говорящий ровным счетом ничего финал, хотя и так понятно, что главный смысл здесь – это бесконечная череда проб и экспериментов. Хотя с этим в конце я сумел здорово наломать дров, уронив необходимую вещицу за поручни и свалившись глубоко вниз в попытках ее вернуть. Но это было здорово. У Античембер получается немного изменить ход вашего мышления и ваш взгляд на мир. Игра поощряет любые нестандартные действия, заставляет искать новые решения, а в конце выдает какую-нибудь необычную философскую фразу. На такое способны немногие. Поэтому-то категорически не рекомендуется пропускать одну из самых необычных головоломок.